Самая великая победа – победа над своим негативным мышлением. Интеллектуализм начинается не с того, что надо что-то прибавить, а с того, от чего следует избавиться. Еще в колыбели мы подписываем незримый акт, по которому все права на формирование нашего мышления мы передаем преимущественно опасным. Это могут быть родители, воспитатели или учителя. Конечно, сами по себе, как правило, эти персонажи интеллектуально ничтожны. Но они успешно работают трансляторами токсичной культуры, глупых традиций и уродливых норм. Руководствуясь самыми лучшими побуждениями, любовью и заботой, они наносят первый наиболее страшный удар по всем небольшим потенциалам мышления человека и закладывают в эту систему набор очень жестких ограничений. Изначально прививается вот та самая ограниченность как норма. Человека дрессируют в каждом наставлении жесткое указание направления мышления. Как нельзя думать, вкладывается сразу. Но понятное дело, что вариантов нет. Невозможность самостоятельно приобрести первоначальные знания и представления никому не оставляет никакого выбора. Абсолютно беззащитному мозгу четко указываются и определяются рамки мышления. Более того, само наличие таких рамок – синоним некой нормальности. Все это изначально парализует свободу мышления, четко задавая ему рамки, за которые нельзя выходить. Ну, знаете, как волк в красной флажке, только флажки внутри. Это еще тяжелее. Более того, происходит приучение к тому, что выход за эти рамки дозволенного для мышления – патология. Набор парализаторов безропотно проглатывается и усваивается. Ребенок полностью беззащитен. И при встрече с настоящей пропагандой вы сами послушно приподнимаете крышку черепа, приглашая навалить вам на полушарие кучу дерьма побольше. Этот жест воспитан в каждом человеке без исключения. Нет и не может быть никого, кто был бы от него свободен. С самого раннего возраста они будут готовить ваш мозг, добавляя в него свои мерзкие майонезы и мутные подливы. Он должен соответствовать вкусу потребителя, то есть всего остального общества. Впервые эту крышку черепа еще маленькими доверчивыми пальчиками мы приоткрываем, взяв букварь. Защищаться, как вы понимаете, невозможно. Какую-то часть смыслового яда придется принять. Букварные символы, как правило, безобидны и не особо нагружены гадкими смыслами, кроме букварей совсем уже тоталитарных систем. Но они приучают поднимать крышку без оценки качества того, что туда могут навалить, и позже этот жест, увы, становится автоматическим. Оценивать качество наваливаемого абсолютно невозможно. Причем это в обязательном порядке делает любой социум, предлагая свои параметры добра, зла, красоты, уродства, горя и радости. Это неизбежно, это лежит в основе обучения и социализации каждого нового хома. Традиции и нормы бывают очень милы, но для интеллекта они, как правило, смертельны. А вот то, что касается культуры, она вообще убивает интеллект с особой жестокостью. К этому моменту, когда человек уже способен решить, хочет ли он быть таким, как все, хочет ли он связаться общими эмоциями с обществом, или он будет защищаться от него и его идеалов, человек, конечно, успевает наглотаться всякого дерьма. Но нам очень повезло, я считаю. Есть от чего избавляться. Всегда, знаете ли, приятно, когда в корзине воздушного шара много народу. Всегда есть кого скинуть за борт и через это набрать высоту.